Но это оскорбление оказывается верным, и он становится самым перспективным солдатом Барбурской империи. Тито Кляйн родился в мире, полном войн и насилия. Он поступает в военную академию Барбурской империи, где лучших студентов обучают, чтобы они помогали империи побеждать в битвах. Этот бестолковый идиот похож на сломанную игрушку, которую постоянно колотит собственная трагическая история, и у него нет воспоминаний о прошлом. Так что все называют его рабом и обращаются с ним как с дерьмом, но, к счастью, у Таита есть друг по имени Микаге, и они неразлучны. Оказывается, Тека и Микаге входят в элиту 315 класса, которых выбрали для защиты крепости Хоберг. Этот высший военный класс Академии будет сдавать выпускной экзамен и демонстрировать свои навыки Зефа. После окончания занятий Микаге подбегает к Таита и спрашивает, волнуется ли он перед выпускным экзаменом, но Таита бьет его по лицу и говорит, что совсем не волнуется. Микаге заявляет, что он сдаст выпускной экзамен, пойдет в имперскую армию и спасет свою семью. Когда он спрашивает, помнит ли Таита что-нибудь о своей семье, тот отвечает, что ему просто снятся кошмары. Перед сном Таита говорит Микаге, что до поступления в академию он был просто рабом на войне и у него не было семьи, но Микаге всегда был его лучшим другом. Услышав это, Микаге начинает плакать как ребенок и говорит, что очень рад, что Таита открылся ему. Затем он просит Титу пообещать, что если они когда-нибудь попадут в беду на поле боя, то не бросят друг друга и умрут вместе. На следующий день Майк Арджентата оказывается в той же команде, и вскоре начинается выпускной экзамен. Тот, кто проводит экзамен, говорит, что им нужно победить преступника и убить его, иначе Халк их убьет. Но если они не смогут победить его или бросить своих товарищей по команде, то экзамен они не сдадут. Преступником оказывается огромный гигант, похожий на машину для убийств. Тупой напарник Микаджа и Таита, Шури, говорит, что они быстро победят преступника, но тот сбивает с ног одного из его друзей и просит его перестать валять дурака. Он говорит, что если победит этих цыплят, то наказание будет меньше, и сбивает с ног остальных. Пока на арене царил хаос, вошел седовласый мужчина по имени Шеф Аянами, который выглядел слегка раздраженным из-за очередной ерунды. Вокруг него студенты проигрывали здоровяку-преступнику. Но Таита и Микаге держались молодцом, как последние два участника реалити-шоу о выживании. Вскоре Халк прыгает на Шури, но Таита и Микаге блокируют его атаку и бьют в живот. Затем Таита прыгает на руку Халка и начинает бить его ногами. Но вдруг Халк начинает душить Микаге. Увидев, что его друг в опасности, Таита подпрыгивает и бьет Халка ногой по уродливому лицу, а затем хватает его за шею. Он просит преступника сдаться, если тот хочет спасти свою грязную задницу, и Халк сдается. Однако командир появляется перед Таита и говорит ему, что экзамен не закончится, пока он не убьет преступника, но Таита не подчиняется. Вскоре на арену выходит Аянами и сам убивает преступника, а потом насмехается над Таита за его мягкотелость. Ночью Микаге говорит Тао, что 19 человек, включая их, сдали экзамен. Когда Таита спрашивает его о светловолосом мужчине, который убил Халка, Микаге отвечает, что это генерал Аянами, безжалостный монстр, убивший тысячи людей. Затем он говорит Тегу, что завтра они наконец станут солдатами, и ложится спать с Таита. Утром, когда Таита идет подавать документы, он слышит знакомый звон ожерелья. Звук начинает управлять его телом, и вскоре он оказывается перед комнатой, в которой Аянами и его команда что-то обсуждают. Таита заглядывает внутрь и видит, что Аянами держит ожерелье и говорит, что ему нужно найти камень из ожерелья, который принадлежит королю рваных штанов, также известному как Глаз Майкла. Как только Таита слышит про Глаз Майкла, он внезапно вспоминает все, что произошло, когда он был ребенком. Аянами был тем, кто убил отца Таита, и ожерелье на самом деле принадлежит ему. Постепенно кошмары Таита обретают смысл, и его разум наполняется ужасающими воспоминаниями о смерти отца, когда он был ребенком. Охваченный гневом, Таита бросается на Аянами, используя свои силы, но его быстро одолевают и берут в плен. Аянами приказывает бросить Таита в тюрьму, называя его рабом из рваных штанов. Он отказывается отпускать его, пока Таита не расскажет все, что знает о потерянном камне, связанном с ожерельем. Тем временем в доме Таита проводят обыск, и Микаге узнает, что его лучший друг попал в тюрьму. Однажды ночью, когда все спят, Микаге пробирается в тюрьму и находит избитого и тяжело раненого Таита. Увидев Микаге, Таита говорит ему, что собирается сбежать и не сможет сдержать обещания, которые они дали друг другу. Но Микаге хватает Таита за руку и настаивает на том, чтобы они сбежали вместе. Когда они пытаются убежать, охранники Ами преграждают им путь. В отчаянной попытке защитить Микаге, Таита хватает нож и приставляет его к горлу Микаге, угрожая охранникам
напарникам, что если они не отступят, то Микаге умрет. Затем он извиняется перед Микаге за то, что ему пришлось оставить его, но Микаге убеждает его спасаться самому и не беспокоиться о нем. Не имея другого выбора, Тайта прыгает на свой лыжный корабль и улетает, оставив Микаге позади. Из-за удара, нанесенного ему Анами-Зефеном, Тао теряет контроль над своим лыжным кораблем и падает в обморок. Вместо того, чтобы разбиться о горы внизу, он приземляется на мальчика по имени Фро, который отправился на пикник со своими двумя друзьями на своем лыжном корабле. Когда Тао и Фро с громким треском падают на землю, двое других мальчиков подбегают, чтобы проверить, все ли в порядке с их самоуверенным другом. Тем временем председатель Мираку звонит Анами и приказывает ему найти Тайта, потому что мальчик слишком ценен, чтобы его потерять. Солдаты, которые отправились на поиски Тайта, не могут войти в 7-й район, потому что это территория Бога, и если Тайта там, солдаты не могут его арестовать. Фро и его друзья отнесли потерявшего сознание Тайта в церковь, надеясь, что он очнется. Когда Тайта наконец пошевелился и открыл глаза, первое, что он сделал, это ударил Фрау ногой в лицо и попытался спрыгнуть с балкона. Обладающий молниеносными рефлексами, схватил Тайта за рубашку в воздухе, сказав, что никогда не видел, чтобы кто-то так жаждал смерти. Пока Фрог изо всех сил пытался удержать Тайта от прыжка, вмешался другой мальчик, поднял Тайта обратно и высказал Фрогу свое мнение за то, что он придирается к маленьким детям. Когда Тайта спрашивает, почему они спасают его, парень в очках объясняет, что это церковь Барсбурга в 7-м округе, и эти трое мальчиков принадлежат к духовенству. Парень в очках представился как Кастор, мальчик с фиолетовыми волосами Лабрадор, а пугающе выглядящая девушка Фрау. Когда Фрау спрашивает, не из имперской ли он армии, так как у него татуировка на шее, Тиго кричит на него, что он не из этих ублюдки. Видя, что Тита в плохом состоянии, трое мальчиков просят его хорошенько отдохнуть и оставить его в покое. По ночам Тита не может уснуть, потому что беспокоится о Микаге. Он выходит из дома, размышляя, как добраться до своего друга, но внезапно его слабые ноги подкашиваются, и он падает в обморок. Он резко просыпается, услышав крик трех монахинь, которые увидели его лежащим на земле. Они представились как сестры Афина, Розали и Либель. Монахини волшебным образом поднимают его, относят в его комнату и начинают лечить как принцессу. Тем временем Микаге посадили в тюрьму за то, что он помог Тайта сбежать. Вскоре Аянами вызывает его на допрос и спрашивает, не он ли помог его другу той ночью. Он угрожает убить его семью, если тот попытается спасти Тита. На следующее утро Тита просыпается полностью здоровым и оказывается в церкви, где много людей. Он узнает, что церковь помогает снять проклятие Верлорина, которое наложил бог смерти, забирая души людей в обмен на исполнение 3 желаний. Позже Тата идет в библиотеку, чтобы узнать больше о призраках, но теряет сознание, когда видит монахиню с черепом вместо лица. Фрау, наш герой, снова спасает его, подхватывая на руки, как жених, свою невесту, потерявшую сознание. С самодовольным видом он, кажется, молча спрашивает себя, сколько раз ему придется спасать этого парня. Вскоре появляется Кастор и небрежно сообщает, что он стоит за созданием этой монахини с черепом вместо лица. Пугающая монахиня протягивает Кастору книгу. Но Фрау не теряет времени даром, выхватывает книгу, хватает Тата и выбегает из библиотеки, словно на секретное задание. Снаружи Фрау показывает, что так называемая книга на самом деле журнал со скандальными фотографиями. Но прежде чем Фрау успевает насладиться своим сокровищем, кукла с черепом вместо лица наносит ему удар ногой в голову, явно не впечатленная его литературными предпочтениями. Позже, когда Тата спрашивает Кастора о том, что произошло 10 лет назад, тот объясняет, что давным-давно под защитой Рафеля существовали два королевства – Барсбург и королевство Ракс. Они заключили договор о мире и сотрудничестве. Но 10 лет назад Ракс нарушил договор и объявил войну Барсбургской империи, которая вскоре была уничтожена. Тита спрашивает, правда ли это, и Фрау говорит ему, что если он не верит в эту версию истории, то должен сам найти правду. Пока Тита ищет информацию о войне, он натыкается на огромную статую, и монахиня рассказывает ему, что давным-давно бог смерти Валарант совершил грех, сбежав с небес на землю, и наводил ужас на людей. Но верховный бог послал 7 небесных сил, чтобы наказать Валаранта, и они стали известны как 7 призраков, которые заточили Валаранта. Статуя изображает одного из 7 призраков по имени Серп, а затем монахиня ведет его в огромный зал, называемый обителью бога. И епископ Лабрадор дает ему серебряную розу в качестве оберега. Вскоре монахиня прибегает к Фрау и Кастору, которые беспокоятся, что не могут найти Тита, а он не взял с собой еду и лекарства. Фрау идет искать его и находит, когда он тайком пытается сбежать из города. Она хватает его сзади и спрашивает, о чем он думает, черт возьми. Вдруг привратник объявляет, что закрывает ворота, и Тита бежит к ним, но Фрау останавливает его, снова берет на руки как ребенка, и Кастор присоединяется к ней. Он говорит Тита, что
будет очень неприятно, если он снова упадет в обморок, поэтому он должен вернуться с ними, если не хочет умереть с голоду. Затем Кастор берет серебряную розу и надевает ее на волосы Тита, говоря, что она не будет работать, если он не будет носить ее все время. Вскоре они ведут его в столовую, где монахини снова начинают ухаживать за ним. Его ведут к столу, накрытому специально для него, и просят хорошо поесть и набраться сил. Когда Таита поднимает крышку кастрюли, он чуть не падает со стула, увидев на ужин глаза. Фрау облизывается и с удовольствием съедает глаза, а Таита чуть не блюет. Монахини говорят, что им нельзя есть мясо, поэтому глаза на ужин – это для них настоящее благословение. Фрау тыкает вилкой в еду Таита и говорит, что он может это съесть, если не хочет, но Таита быстро засовывает в рот глазную рыбу, и, как ни странно, она вкусная. Фрау насмехается над ним, говоря, что он такой маленький, потому что вырос на таблетках, овощах и мясе, а она ела больше натуральной еды, чтобы вырасти. Поняв, что он действительно маленький, Таита начинает есть глазную рыбу, и все смотрят на него с удивлением. Когда монахини спрашивают, как его зовут, Таита снова замолкает. Монахини быстро понимают, что происходит, и просят его не волноваться и наслаждаться пребыванием в церкви. Вскоре все начинают есть, а Таита все думает о своем лучшем друге Микаге. В империи мастер Мираку спрашивает, удалось ли установить местонахождение Таита, и солдаты отвечают, что они его нашли, и есть признаки того, что он разбился в 7-м районе. Затем Мираку спрашивает ионнами, почему Таита сбежал, и его приспешники отвечают, что Таита просто немного скучал по дому, и как только он начнет скучать по школе, вернется. Но остальные на собрании обвиняют Аяна в том, что он увел Таита, потому что применил к нему силу без разрешения старейшин. Таита – важный кандидат на место в команде Майка Хейла, и они просят Аяна взять на себя ответственность за его действия. Когда Аян спрашивает, почему Мираку взял его под свою защиту, тот отвечает, что клеймо раба на его теле не позволит ему найти место, где он мог бы попросить защиты, и что он скоро вернется. В 7-м районе Тата занят разными делами, помогая монахиням, которые его обожают. Иногда ему вспоминается время, когда над ним издевались в академии из-за того, что он раб. Однажды к нему подошел хулиган из академии и попросил облизать птичий помет с его ботинок, но прежде чем Таита успел отреагировать, Микат ударил его кулаком и сказал хулигану самому вылизать ботинки, как учила его мама. После этого случая их обоих заперли, и с тех пор Микат и Таита стали лучшими друзьями, неразлучными. Теперь Таита не может просто сидеть и наслаждаться жизнью в церкви, пока его другу должно быть нелегко приходится с Аяном после того, как он помог Таита сбежать. Он решает уйти из церкви, но вдруг к нему подходит старик и говорит, что у него была жена, которая похоронена на церковном кладбище. Но когда он думает о ней, то понимает, что она должно быть одинока, поэтому он не может уйти из церкви. Затем он говорит Таита, что ему некуда идти и что у него больше нет дома. Затем он смотрит на Тао и говорит, что похоже он в такой же ситуации, как и он, и спрашивает, что случилось с Тиго. Расстроенный Тиго говорит, что он помнит только обрывки своего прошлого и не смог защитить своего друга, как обещал. Старик говорит ему, что нужно пойти в одно место до того, как пробьет 12, и отпустить свои сожаления. Титум оставляет серебряный цветок на кровати и готовится уйти, но Фрау снова преграждает ему путь. Когда Фрау спрашивает, что сможет сделать такой слабак, как он, если вернется, Тео атакует его своим зефоном, и Кастор понимает, что Тео тоже может использовать зефон. Зефон – это уникальная способность превращать дарованные Богом жизненные силы в разные формы. В большинстве случаев сила активируется эмоциями и проходит через руку. Вскоре Тео снова нападает на Фрау, и на этот раз они оба сражаются в воздухе, как кошки с собаками. Тита продолжает агрессивно атаковать, но Фрау продолжает защищаться. Кастор и Лабрадор наблюдают, как Тео играет в эту маленькую игру. Но они видят, что Тита достаточно силен, чтобы Фрау мог с ним играть. Фрау продолжает его раздражать, а Тита продолжает атаковать его зефоном, но ни одна атака не достигает цели. Он просит Тео не вести себя как ребенок и стать сильнее, если он хочет вернуться. Это выводит Тайта из себя, и он активирует свою Зафа на полную мощность и нападает на Фрау. Но когда пыль оседает, он понимает, что даже не поцарапал Фрау, а сам стоит прямо перед ним. Он говорит Тайта, что ему нужно больше, чем просто Зафа, чтобы победить его, и бьет его в живот, отчего Тайта падает. Кастор говорит Фрау, что он зашел слишком далеко, но Фрау отвечает, что теперь он не будет пытаться уйти. Ночью Тайта снова снится кошмар, в котором Аянами пытает его друга. Он вспоминает слова старика, который попросил его прийти в одно место до полуночи, и быстро бежит туда, чтобы спасти своего друга Микаге. Старик в плаще ведет Тайта в пустой коридор и спрашивает, не трудно ли ему вспомнить свое прошлое, и говорит, что тоже хочет спасти его друга. Затем старик показывает ему фотографию, на которой он изображен с отцом в детстве, и просит его хорошенько подумать и вспомнить свое прошлое. Вскоре Тайта вспоминает, как он был маленьким, и Аянами пришел в его королевство.
Потом он расстался с отцом и жил в одиночестве и печали, пока не встретил Микаджа. Микадж был тем, кто назвал его настоящим другом, пообещал, что никогда не бросит его, и даже помог ему сбежать. Затем старик просит Тайта отдать ему свою душу, если он хочет, чтобы его желание исполнилось. Вскоре старик гипнотизирует Тайта, заставляя его закрыть глаза и отдать ему свою душу. Но как только Тата оказывается в ловушке старика, Фрау и его друзья вмешиваются и кричат, чтобы он не позволил тьме поглотить его сердце. Они смотрят на старика и просят оставить Тата в покое, но старик говорит, что Тата пришел к нему за спасением. Фрау смеется над ним и спрашивает, что за спасение ему дал Бог, а старик отвечает, что отдаст Тата своему хозяину, чтобы тот был счастлив. Но Фрау не хочет слушать его бред, поэтому достает свой серп и говорит, что выбьет из него все дерьмо. Начинается жестокая драка между Фрау и злым стариком, а Тата пытается помочь ему с помощью Зафона. Но Фрау просит его отойти, потому что Зафон на старика не подействует. Старик убегает, но лабрадор бросает в него серебряную розу, преграждая ему путь, и двое других снова его ловят. Кастор говорит, что ему больно поднимать руку на старика, но он должен вернуть Тата его душу. Тато кричит от страха, когда Фрау хватает его своим серпом, бросает на колени лабрадору и начинает разбираться со стариком. Старик выпускает своих монстров в форме черепов, но Фрау быстро побеждает его, а старик прыгает и приземляется на фонтан. Он заявляет, что заберет душу Тата, но Фрау говорит, что не позволит ему сбежать. Он достает свои серебряные нити, связывает ими крылья старика и взлетает высоко в небо со своим великолепным серпом и отрезает ему костлявые крылья. Вскоре кости с громким треском ломаются, и Тита приходит в себя. Он спрашивает, что случилось, и Кастор объясняет, что душу старика украл Кор, слуга, который заманивает людей во тьму. Но, к счастью, им удалось вернуть душу старика. Вскоре старик просыпается, и Кастор просит его остаться в церкви на ночь, потому что он может простудиться. Затем Кастор и лабрадор несут старика в церковь, чтобы он там переночевал. Фрау снова хватает Тита и тащит его в церковь, а Тита кричит, чтобы он перестал перекидывать его через плечо. Фрау просит его заткнуться и не сопротивляться. Фрау бросает Тита на кровать и говорит ему сидеть спокойно, пока он будет убирать метку Кара с его груди. Он поднимает руку, вытаскивает из тела Тита странное проклятие и просит его отдохнуть. На следующее утро Тита просыпается и выходит прогуляться по церкви. Он учится в военной академии и почти ничего не знает о внешнем мире. Он выходит из церкви и видит, что монахини стирают одежду в душе. Они замечают, что он задумался, и желают ему доброго утра, говоря, что они починили его старую одежду. Вскоре Розали показывает Тата свои трусики и говорит, что постирает их для него, но Тата быстро забирает их у нее, говоря, что сам их постирает. Рённи толкает его, и Фрау смеется, говоря, что он чуть не прошел мимо него, потому что он такой маленький. Когда Тата спрашивает, чего от него хочет этот глупый священник, тот отвечает, что не отпустит его, пока он не будет в состоянии сам о себе позаботиться. Тата благодарит его за спасение, но священник, чтобы разрядить обстановку, хватает трусы Таты и подбрасывает их в воздух. Тата вскрикивает от смущения и, поймав трусы, падает в воду. Вскоре его начинает ласкать водяная эльфийка, и он в страхе выпрыгивает из воды. Кастор представляет ее как Розету, церковную органистку. Эльфийке очень нравится Тата, и она снова обнимает его. Кастор спрашивает Тигада, не видел ли он старика, который вчера хорошо проводил время со своей семьей, а монахини ему прислуживали. Когда Тата спрашивает Кастора, кто такой Корпус, тот отвечает, что когда Бог дарует людям жизнь, им разрешается загадать 3 желания. Людям предлагается рассказать о 3 мечтах, которые они хотели бы осуществить, и когда эти мечты сбываются, душа возвращается на небеса. Но Корпус пытается помешать исполнению этих желаний и уводит людей во тьму, забирая их души. Поэтому задача церкви защищать людей от Корпуса, но он просит Тео сохранить в тайне то, что произошло с ним. Перед уходом он спрашивает, о чем мечтает Тео, и мальчик погружается в мысли Микаге. Он всегда думал, что у него нет мечты, и ему просто нужно было идти по военной стезе. Но теперь его мечта никогда не бросать Мекая, потому что тот всегда его защищал. С другой стороны, Мекай вспоминает, как они с Тита раньше веселились вместе. Однажды, когда они шли на рыбалку, Ширу начал насмехаться над Микагей из-за того, что тот дружит с рабом, и Тиго, который не мог терпеть, когда кто-то оскорблял его друга, начал избивать его. Но Микаге остановил его. Он всегда был благодарен Тао, который всегда был рядом с ним. Вдруг к нему в тюрьму приходит Аянами и говорит, что его младшая сестра пришла навестить его. Этот ублюдок начинает угрожать Микаге и спрашивает, выберет ли он Тао вместо сестры. Микаге отвечает, что его семья поймет его намерение и знает, что он никогда не предаст друга. Поэтому он будет верен своей клятве, данной лучшему другу, который всегда защищал его. 3 епископа пристально наблюдают за Таита, и Фра расстраивается, что такой молодой парень, как
дракон живет скучной жизнью и что вместо этого ему следовало бы читать порно. Лабрадор отвечает, что им нужно дать ему немного свободы, потому что ему нужно время. Вдруг из воды появляется Розетта и просит его зайти в часовню, и Таита делает, как она говорит. Пройдя немного, Таита слышит, как все монахи и монахини вместе молятся. Увидев это, Таита вспоминает, как его отец дал ему глаз Михаила и сказал, что однажды он унаследует наследие Ракса. Он попросил его взять на себя ответственность за Ракс и не дать имперской армии захватить их. Вскоре он выходит из часовни с серебряной розой, думая, что если он окажется в королевстве Ракс, то станет врагом Барбурской империи. Имперская армия никогда не позволит выжить члену королевской семьи такому, как он. Он думает, знают ли уже люди в церкви, что он принц из королевства Рут, и поэтому они его защищают. С другого конца церкви за ним внимательно наблюдают 3 епископа. Лягушка говорит 2 другим, что Таита – это сплошная головная боль, и Кастор понимает, что лягушка очень заботится о мальчике. Лабрадор смотрит на цветы и говорит, что это астры, а значит, скоро за Таита придет кто-то очень опасный. Через некоторое время, когда Тега идет к церкви, его обнимает мальчик в плаще, и Таита понимает, что это его лучший друг Микаге. Но Таита все еще не верит своим глазам и спрашивает, правда ли это его друг, и Микаге берет его за плечи и уверяет, что он действительно Микаге, его лучший друг. С другой стороны, когда 3 епископа смотрят на разворачивающуюся перед ними сцену, Фрау спрашивает Лабрадора, не является ли Михай тем опасным человеком, который разрушит мир Таита, но Лабрадор молчит. Позже они приводят Михая внутрь и узнают от него, что он сбежал из императорской армии, чтобы найти Таита. Микаге отвечает, что они с Таита больше, чем просто друзья, они не разлей вода. Когда Фрау спрашивает, как ему удалось попасть в 7-ю дивизию без особых трудностей, он отвечает, что это было несложно. Чувствуя, что Таита беспокоится о своем друге, епископ Кастор уверяет его, что Микаге может остаться здесь сколько угодно, но Тао сомневается, что из-за него всем придется рисковать. Видя, что Тао снова задумался, Фрау пытается поднять ему настроение, говоря, что после встречи с другом Тао снова будет плакать как ребенок. Затем он говорит Тао, чтобы тот не волновался, потому что он вылечит друга, и они смогут уйти вместе. Затем он отдает Микаге журнал с обнаженными девушками, и Микаге чувствует, что у него будто началась новая жизнь, а Тата кричит на него за то, что он извращенец. После того, как Тата и Микаге остаются наедине, чтобы поговорить, 3 епископов выходят из комнаты. Фрау спрашивает 2 других, уверены ли они, что это действительно Микаге, потому что странно, что имперская армия так просто его освободила. Более того, они все еще сомневаются, что Микаге так легко нашел Тата. Кастор отвечает, что предсказания Лабрадора никогда не ошибаются, и что-то плохое обязательно случится. Вскоре приходит архиепископ и просит Фра не вмешиваться и готовиться к ежегодной церемонии крещения, и если он посмеет опозорить церковь, то ему не жить. Вечером Тита ведет меня в сад, где они смогут спокойно поговорить. Увидев, что Тата его сопровождает, Микаге говорит, что рад, что у его друга все хорошо. Затем Тита спрашивает, как Микаге узнал, что он здесь, и Микаге отвечает, что его падение с неба помогло ему найти его. Услышав это, Тата спрашивает, было ли ему тяжело. Микаге отвечает, что на самом деле все было не так уж плохо. Сначала его допрашивал Аянами, но потом отпустил. Микаге говорит, что он молодец, что добрался сюда, где все к нему добры. Внезапно Тита начинает защищаться и говорит Микаге, чтобы тот держался подальше от Фра, который дал ему почитать порно. Более того, он не понимает, как такой придурок, как Фра, стал епископом. Микаге отвечает, что Фра кажется ему старшим братом, и он думает, что Таита и Фра неплохо смотрятся вместе. Пока они разговаривают, из-за кустов внезапно появляется бледный парень и спрашивает, нравятся ли им цветы. Они оба с подозрением смотрят на него, и вдруг парень расправляет крылья, и Тита видит татуировку на его груди. Он тут же встает перед Микаге и просит его бежать. Он стреляет в парня из своего зифона, но парень тоже неплохо владеет зифоном и нападает на Таита. Микаге говорит, что не оставит его одного, но Таита не может подвергать жизнь друга опасности и продолжает защищать его, одновременно нападая на парня. Вскоре между ними начинается драка, но Таита с трудом справляется с парнем. Он забирается на стену замка и начинает преследовать парня с помощью зифона. Он прыгает на него и продолжает стрелять из зифона, но парень вскоре исчезает за башнями церкви. Но вскоре Тигеда видит, что крылья парня разбиваются в воздухе, и Фрау держит его на руках без сознания. Ночью Микаге не может уснуть, и Тита спрашивает, не из-за того ли, что он сказал ему, что он принц королевства Рек. Микаге отвечает, что верит ему, и шутит, что у него всегда была королевская аура, даже когда он учился в академии. Микаге спрашивает его, стоит ли ему тоже рассказать свою историю, и когда Таита просит его рассказать все. Он говорит, что когда война с тряпичниками закончилась, ему было всего 5 лет. Когда он спросил отца, почему тот был так счастлив, тот ответил, что они убили много врагов и победили королевство тряпичников. Но в детстве он не понимал, как можно радоваться, убив столько людей,
и теперь он знает, что отца и соотечественников Таита убили. Затем он говорит Таита, что рад, что у него был любящий отец, когда он был ребенком, и что он счастлив, что не родился один в этом мире. Таита отвечает, что он очень рад с ним познакомиться, и что он узнает больше о королевстве тряпичников и найдет ответы на свои вопросы. Микадж подходит к нему и просит запомнить две вещи. Во-первых, не связываться с имперской армией, а во-вторых, месть – это не выход, потому что смерть и разрушение принесут ему больше вреда, поэтому он должен идти по пути света. И он всегда будет его поддерживать. Тига смотрит на друга с беспокойством и спрашивает, почему он говорит так, будто собирается попрощаться, но Микадж успокаивает его, говоря, что ничто не сможет их разлучить. Сегодня в церкви День Благодарения, поэтому монахини берут Микаге и Тита с собой по магазинам в городе. Лабрадор продает лечебные травы, а Кастор и фрау кукол и фрикадельки соответственно. Позже Микаге говорит Таита, что ему здесь нравится, но он вернется в имперскую армию и просто скажет, что его здесь не было и все будет хорошо. Вскоре начинается церемония крещения, и все собираются перед архиепископом, но Таита останавливает фрау, которая бежит к часовне, и просит ее позаботиться о его друге Микаге, когда тот уйдет. Но фрау сообщает ему, что Микаге – это тот, кто ищет свой собственный путь. С другой стороны, Микаге видит, как повозка с лошадьми врезается в стену церкви, и, подойдя ближе, он видит девушку с зелеными волосами, на которой тоже есть знак ядра. Микаге быстро берет девушку на руки и бежит к часовне, чтобы ее окрестили, но внезапно она раскрывает свои крылья и хватает его. Мадж вырывается и убегает от нее, но девушка продолжает лететь за ним, и толпа в страхе разбегается. Микаге отводит девушку с ядром в темное место, и, как ни странно, она выглядит как его сестра, что ставит его в затруднительное положение. Девушка выпускает своих демонов и просит Микаге не бросать ее, а затем внезапно нападает на него, но Таита вовремя приходит на помощь своему другу. Куклы-монахини Кастора пытаются спасти мальчиков, но она уничтожает их своими крыльями. Она продолжает говорить мальчикам, что всегда была одна, а ее мама и папа всегда заботились о ее брате, который был их любимцем. Сказав это, она берет Микаге на руки, говоря, что не позволит своему брату бросить его. Она нападает на Таита своими запасными крыльями и заявляет, что не отдаст ему своего брата. Оказывается, Иона послала отряд, чтобы захватить Таита, но как только она попыталась убить Микаге, глаз Михаила Таита ожил, и по округе начала распространяться странная энергия. Вскоре на помощь приходит лягушка и одним ударом ломает крылья Кару, а Анами остается в недоумении, кто же это был. Через некоторое время Таита просыпается и видит Анами с девушкой на коленях, а Лабрадор рассказывает двум другим епископам, что не Микаге разрушит мир Таита, а его появление запустит разрушительные силы. На следующее утро Микаге идет на базар и решает как можно скорее покинуть это место, чтобы защитить свою семью, ему придется умереть. Но вскоре Таита находит его и просит пойти с ним на парад, и Микаге решает провести с другом последние минуты. Вскоре начинается месса, и толпа собирается посмотреть на парад с красивыми представлениями, но Микаге просит Таита посмотреть на грустного мальчика, стоящего под деревом. Как только они оба пытаются подойти к нему, мальчик убегает. Вдруг они слышат чей-то крик, и, посмотрев в ту сторону, видят мужчину, который бежит за тем же мальчиком, которого они видели раньше. Но Кастор обманывает его, и толстяк падает на землю, а когда епископ поднимает его и спрашивает, что случилось, тот отвечает, что какой-то мальчишка украл у него хлеб. Кастор спокойно отвечает, что сегодня последний день, когда дети могут получить благословение Господа, так что он должен простить его. С другой стороны, мой агент Тита нашел мальчика, который прятался за палаткой, и они дали ему хлеба и отвели посмотреть на выступление монахинь. Там они узнали, что мальчика зовут Таджио. Его мать умерла, а отец уехал искать работу. Мека взъерошил ему волосы и попросил перестать воровать и позволить церкви позаботиться о нем. После того, как мальчик ушел попить воды, Микаге сказал Таита, что он был таким же, когда впервые встретил его в академии. Попив воды, Таджио увидел, как монахини разыгрывают сценку на сцене. В сценке одна из монахинь притворяется, что нападает на сестру Розалию. Но Таджио, ничего не понимая, думает, что это по-настоящему, и бросается спасать Розалию от других монахинь. Шум заставляет Мику и Тата подбежать. Они быстро хватают Таджио и говорят, что заберут этого неизвестного хулигана. Отведя Таджио в угол, Мика спрашивает, видел ли он когда-нибудь раньше спектакль, и прежде чем тот успевает ответить, кто-то окликает его по имени. Таджио бежит к этому человеку, и они обнимаются. Агент Мика понимает, что это отец Таджио, но как только мужчина пожимает Таита руку, чтобы поблагодарить его, он чувствует, как по его телу пробегает холодок. После того, как мужчина уходит со своим сыном, Таита говорит Микаге, что у мужчины были очень холодные руки, а затем бежит за ним. Вскоре он видит, как мужчина тащит Таджио на темную арену и заявляет, что заберет его душу. Увидев Таита, Таджио зовет на помощь, и Тита просит его убежать. Таджио кусает мужчину за руку и убегает, но вскоре мужчина раскрывает свои мощные крылья и нападает на Таджио, однако Таита защищает его от мощной атаки. Внезапно рука Таита снова начинает светиться оком Майкла, и мужчина больше не
не может атаковать его. Прежде чем Таита успевает понять, что с ним происходит, Фрау отрубает мужчине крылья, и вскоре Кор возвращается в свое нормальное состояние. Вскоре они все прощаются с отцом и сыном, и Микаге рад, что у него остались невероятные воспоминания о своем лучшем друге, и обещает себе, что никогда не предаст Тата даже ради своей семьи. Фрог говорит двум другим епископам, что на этот раз он почувствовал, что кто-то наблюдает за ним, пока он помогал Тата, и у него по спине пробежали мурашки. Когда хаос утихает, Тата и Микадж шутят о девушках в саду, а 3 епископа наблюдают за ними издалека. Внезапно Микадж хватает Тата за руки, и Тита замечает, что его руки очень холодные. Тата удивленно отдергивает руку. Однако, когда он снова касается руки Микаджа, он чувствует, что что-то не так. Мачов отмахивается, говоря, что он просто устал, и уходит. С балкона епископы наблюдают за этим разговором и понимают, что что-то не так. Лабрадор говорит остальным, что в теле Микаджа присутствует только половина его души, а другая половина находится где-то еще. Когда Кастор спрашивает, можно ли его спасти, Лабрадор признается, что не уверен, так как они не знают, где находится недостающая половина. С другой стороны, Микаге бежит в сад с сильной головной болью. Он понимает, что больше не может сдерживаться, и аянами завладевает его телом. Внезапно Тата подбегает к нему и спрашивает, все ли с ним в порядке, но Микаге просит его уйти. Когда Тата отказывается, он просит его убить его, чтобы он не навредил Тата. Тата взволнованно спрашивает, что с ним не так, и Микаге отвечает, что это аянами сделал с его телом. Он забрал половину его души и предложил ему выбор между Тата и его семьей. Вскоре Микаге начинает странно себя вести. Но прежде чем он полностью подчиняется аянами, он говорит Тата, что любит его. Затем он направляет свой зифон на Тата, но между ними встает одна из кукол Кастора, и как только она получает удар, Кастор понимает, что потерял контроль над своей куклой в западной башне. Услышав это, Фрог тут же снимает маску, чтобы спасти Тата. Тата убегает от своего лучшего друга Микаге, но оказывается запертым с ним в изолированной комнате. Одержимый Микаге нападает на Тата, используя свой зифон, но Тата уворачивается. Внезапно Микаге превращается в ядро, раскрывает темные крылья и бьет Тата головой об пол. Он говорит Тата, что не собирается с ним договариваться, и давит его ногой. Тата падает с башни, но быстро поднимается, решив спасти своего друга. Он пытается атаковать крылья Микаге, но промахивается. Микаге пользуется моментом и бьет Тата, отчего тот отлетает в сторону. Микаге хватает Тата за шею и насмехается над ним. Он спрашивает, как Тата может быть королем тряпок, ведь у тряпок никогда не было сына. Тата умоляет вернуть Микаге, но Кор настаивает, что, уничтожив его крылья, Микаге не вернуть. Тата отказывается сдаваться и кричит, что никогда не бросит его. Но, как говорит корпус, Таита никогда не вернет душу Микаге, потому что тот предал императорскую армию. Когда Таита спрашивает, почему Микаге не убил его, корпус отвечает, что председатель Мираку хочет, чтобы Таита остался жив. Внезапно Микаге активирует ловушку на шее Таита, и тот падает с моста. Тио приземляется рядом с таинственной стеной, в которой заключены души. В отчаянии он стучит по стене, умоляя вернуть Микаге. Стена разрушается, и из нее выходит душа и прикрепляется к Таита. Тем временем епископ Лабрадор сообщает всем, что Таита вот-вот проснется. Как только он это говорит, слеза Микаге падает на спину Таита, и что-то внутри него начинает пробуждаться. С другой стороны, Фрау превращается в призрака-жнеца, который ищет Микаге и Тиго, и узнает от фей, что они оба отправились на мост испытаний. Таита взмывает в воздух и высвобождает мощную энергию, требуя, чтобы Микаге снял поводок с его шеи. Изможденный Таита падает на землю и умоляет Микаге освободить его от контроля. Но Микаге сжимает золотые нити на шее Таита, и тот задыхается. Когда Микаге собирается убить Таита, вмешивается Фрау и спрашивает, не Микаге ли забрал друга Таита. Аянами, контролирующий тело Кая, узнает Фрау Серпа, с которым он уже сталкивался. Услышав имя Серп, Таита вспоминает, что монахиня рассказывала ему о 7 богах, одним из которых был Серп, который уничтожает несчастье и появляется, когда это действительно необходимо. Таита умоляет Фрау использовать свой серп, чтобы спасти Микаге, но тот отказывается. Если он воспользуется серпом, то уничтожит аянами, но и душу Микаге тоже. Зная, что он не сможет победить серпа в этом теле, Анами отступает, обещая вернуться за серпом. Микаге приходит в себя, и Тита бросается к нему, чтобы обнять, но Микаге внезапно исчезает. После этого Тита отводит Микаге в свою комнату, где тот проводит дни в скорби по своему лучшему другу. Он вспоминает, как Микаге впервые принес ему еду, когда он пил только молоко и ел витамины. Он заставил служанку принести еду для Тео, и когда тот поел, у него на глазах выступили слезы. Он вспоминает, как Микаге попросил его идти по пути света, но теперь его единственный свет, Микаге, исчез. Через несколько дней монахини Кастор и Лабрадор стучатся в дверь комнаты Тита и просят его что-нибудь съесть, иначе он умрет от голода. Вдруг вбегает Фрог с подносами полными еды и розовым животным и открывает дверь.
Когда монахини спрашивают, что это за розовое животное, Кастор отвечает, что это церковная версия терапии с помощью животных. Тита злится на Фрога за то, что тот не спас его друга, а потом винит себя за то, что не смог спасти Микаге. Фрог уверяет его, что это не его вина, потому что когда люди исполняют 3 своих желания, они возвращаются к главному богу. Третье желание Микаге должно быть было защитить своих близких ценой своей жизни, поэтому все 3 его желания исполнились, и он смог вернуться на небеса и обрести покой. Фрог сообщает ему, что Микаге вернулся и снова стоит рядом с ним, и указывает на розовое животное, говоря, что душа этого животного такого же цвета, как душа Микаге. Кастор добавляет, что животное просит его перестать плакать, и они всегда будут вместе. Вскоре Тео снова начинает улыбаться. Он пьет чай и ест, а Фрау решает, что человек, который играл с душой Микаджа, заплатит за это своей жизнью. Более того, Анами узнает серп, которым он пользуется, и задается вопросом, не проснулся ли кто-то из его прошлого без их ведома. Затем Кастор спрашивает Тада, зачем он носит ошейник, и тот отвечает, что его надел Аянами. Фрау предлагает снять его, но внезапно из ошейника появляется глаз и кусает его за палец. Лабрадор объясняет, что это ошейник-оберег, который узнает хозяина по крови. Теперь Таита и Фрау должны будут оставаться вместе следующие 48 часов, иначе ошейник взорвется. Они оба с отвращением смотрят друг на друга, не понимая, как оказались вместе. На следующий день они все идут на кладбище, чтобы почтить память души Микаге, и Таита снова грустит. Подумав немного, он решает убить Аянами. Аянами, в свою очередь, говорит шефу Мураку, что тот обманул его, спрятав глаз Микаге в Империи, и никто не знает, кто он на самом деле. Но теперь у него проявляются признаки пробуждения, и убить Таита и забрать глаза по отдельности будет лучшим вариантом. Мираку предупреждает, что он пожалеет, если убьет ребенка, и Аянами отвечает, что он убьет Таита ради Империи. На следующее утро Таита благодарит Кастора за все, а затем говорит, что отправляется в крепость Хоберг. Но перед уходом Кастор спрашивает, видел ли он жнеца по имени Секле, и Тата отвечает, что Секле – это сам Фрау. Затем Кастор говорит ему, что у него такой же запах, и затем он волшебным образом усыпляет Таита и просит его забыть о 7 призраках. Когда он собирается стереть его память, Эф останавливает его, говоря, что если он это сделает, то память о Микадже тоже исчезнет. И Кастор заберет у Таита последнее, что для него важно. Кастор сообщает Эф, что имперская армия искала пропавший глаз Микадже, и они собрали несколько детей в качестве сосудов, и Таита – один из них. Затем он напоминает ему, что появление Тита вызвало много проблем в церкви, но теперь они не могут его отпустить, и просит Эф держаться подальше от мальчика. Потому что если начальство узнает, что он не стер Тита из памяти, то его лишат должности, и он не сможет контролировать Валора и Серпа. Более того, если Таита узнает, что их работа как 7 призраков не убивать Коула, и выяснит их настоящую личность, то перестанет им доверять. Фрау просит Кастора делать все, что он хочет, и уходит. Но вдруг он что-то чувствует и достает свой серп, но понимает, что глаз в руке Таита снова проснулся. Он нападает на Кастора, а Фрау пытается защитить его своим оружием. Глаз принимает облик Таита и говорит, что при обычных обстоятельствах он бы убил их обоих, но его хозяин Тита этого не хочет. Глаз говорит, что его хозяин – один из самых красивых сосудов, которые он когда-либо видел. Глаз активируется, земля под ногами епископа начинает дрожать, повсюду летят камни и пыль. Но вскоре все успокаивается, и Глаз понимает, что епископы – это 7 призраков, которые приняли облик обычных людей. Он подбегает к Кастору и просит снять с него ошейник, чтобы он мог использовать свою силу. Кастор отвечает, что для этого ему придется отдать его в рабство, а Тита этого не хочет. Тогда он шепчет на ухо Фрау, что Глаз подчиняется приказам своего хозяина, и Фрау гипнотизирует Тита, чтобы он снова заснул. Кастор говорит Тита, что имперская армия ищет Глаз Михеля, потому что им нужна его сила, и если судьба привела Тита в 7-ю дивизию, то он может стать ангелом-хранителем. Но если древнее пророчество сбудется, то он превратится в темную силу, которая уничтожит мир. Вскоре Тита снова просыпается и, как и ожидалось, не помнит, как напал на 2 епископов, когда Глаз овладел им. Затем он выходит из церкви, чтобы возглавить 7-ю дивизию, и по пути благодарит всех за то, что они спасли его. Вспоминая счастливые моменты с Микой, он поднимается по лестнице, но Фрау и Кастор останавливают его и говорят, что он не в состоянии покинуть 7-й округ. Иначе имперская армия схватит его и отправит в 1-ю дивизию. Услышав это, Тита отвечает, что должен отомстить за смерть друга. Поэтому Фрод спрашивает, готов ли он пожертвовать своей жизнью, даже после того, как Мика спас его, пожертвовав собой. Затем он затаскивает Тата в церковь, где написаны последние слова Микаджа, и Тита узнает, что его друг хотел, чтобы он жил долго. Фрау говорит ему, что Тата просто пытается убежать от душевной боли, в которую он погрузился, и что он должен пережить эту боль, чтобы не сдаться. И Тита плачет, как ребенок, читая трогательные послания, которые ему оставили в коттедже. Вскоре Тата начинает жить в церкви, помогает монахиням убирать коридоры,
поднимается на башне вместе с фрау, чтобы выполнять поручения и занимается повседневными делами. Тита спрашивает епископов, какой смысл жить дальше, если он не может отомстить Микаджу, и что он просто тратит здесь время впустую. Кастор радостно сообщает ему, что он нашел способ отомстить, и для этого ему нужно сдать экзамен на епископа, и если он его сдаст, то сможет путешествовать и жить где угодно бесплатно. Ему разрешат проходить через строгие военные контрольно-пропускные пункты в Барбурской империи. Он говорит, что до экзамена остался месяц, и ему нужно подготовиться, чтобы отомстить, и вскоре Тата соглашается сдать экзамен. Они отводят Тата в библиотеку и заваливают его толстыми книгами. Фрау сообщает ему, что первый этап – письменный экзамен из 100 вопросов, охватывающих 77 томов с несколькими сотнями глав Библии. Кастор просит его выучить это за 30 дней, а фрау спрашивает, как, черт возьми, Тата это сделает, если ему понадобилось 3 года, чтобы это выучить. И Кастор отвечает, что он идиот, поэтому ему понадобилось 3 года, чтобы это запомнить. Но как только Тата открывает Библию, он понимает, что уже читал ее раньше, и просит Кастора проверить его. Когда Кастор начинает задавать вопросы, у Фроса отвисает челюсть, когда Тата рассказывает все так, будто он это выучил. Он говорит, что слова всплывают у него в голове как колыбельная, но ему все равно нужно выучить много всего, чтобы сдать экзамен. Через некоторое время Кастор приносит оружие и говорит Тата, что второй уровень – это практически экзамен на Зефона, на котором он должен показать свои навыки Зефона. Он говорит, что в этом мире есть много вещей, которые нельзя защитить просто молитвой и заботой, поэтому епископы должны быть вооружены, чтобы помогать заблудшим ягнятам, которые сбились с пути, потеряв свои мечты. Фро берет оружие и говорит Тата, что второй экзамен – это уничтожение ядер, и не каждый может использовать оружие под названием Бакулус. Тита должен направить свой Зефон через это оружие, чтобы захватить и уничтожить ядро. Тига берет оружие и говорит, что в Академии он научился направлять энергию через оружие и вскоре активировал свой Зефон, чтобы попробовать с Бакулусом, но не смог его контролировать. Расстроенный Тига спрашивает, может ли такой ребенок, как он, стать священником, и Фро отвечает, что обычный человек сначала становится священником. Но те, кто может использовать Зефон в юном возрасте, получают шанс сразу стать епископом, специализирующимся на борьбе с тьмой. Кастор добавляет, что в отличие от других епископов, ему будет разрешено путешествовать по миру, чтобы сражаться с приспешниками тьмы. Тита благодарит их и спрашивает, кто сделал это особое оружие, и они отвечают, что это мастер, который ежегодно посещает церковь. Фрау надевает на Тита значок и говорит, что он будет под постоянным наблюдением, поэтому должен хорошо себя вести. Позже Кастор спрашивает у фрау, как дела у Тита, и она отвечает, что он тренируется уже 3 часа, но не добился особых успехов. Кастор подходит к Тита и показывает ему куклу, в которой он поймал крылья ядра, и просит Тита потренироваться ловить ее. Вскоре кукла с ядром начинает бегать вокруг Тита, и Фрог беспокоится, что такой слабак, как Тита, не справится с куклой. Поэтому Кастор говорит ему, что он ограничил ее силу своей печатью и просит Фрога оставить их вдвоем. Кукла замечает монахинь и начинает вытворять странные вещи, а потом нападает на них, и Тита бежит к ним, направляя на куклу оружие Зафона и атакует ее. Монахини убегают, а Тита ждет, когда кукла отреагирует, и вскоре из ее тела появляются крылья ядра, и Тита замирает от страха. Кукла бежит за Тита и кричит, зовя на помощь, и вдруг оказывается в цветочном плену, а потом замечает, что лабрадор пришел ему на помощь. Позже лабрадор предлагает Тита отдохнуть и выпить цветочного чая, который помогает тем, кто ранен. Тита начинает плакать и говорит лабрадору, что хочет отомстить за Микки, но его друг сказал ему этого не делать. Лабрадор говорит ему, что Мик уже простил его, и так как он любил Тата, не выдал его имперской армии. Услышав это, Тата понимает, что Микаге – настоящее сокровище, которое он получил, и думает, как жить дальше, чтобы быть счастливым. И тут глаз на его руке начинает светиться. Ночью, возвращаясь в свою комнату, Тата кажется, что он видит Микаге. Но когда он кладет руку на плечо золотоволосого мальчика, он понимает, что это не Микаге, а другой мальчик, который сдает экзамен на епископа. Блондин насмехается над Тата, говоря, что он не знал, что детям тоже разрешают сдавать сложные экзамены. И Тата называет его крысой и спрашивает, знает ли он кого-нибудь по имени Шури из семьи Оук, потому что он похож на Шури из Академии. Вскоре они начинают спорить друг с другом, готовые подраться. Мальчик говорит, что он из семьи Аук и пришел кое-кого найти, и уходит. Следуя за блондином, Тао встречает группу епископов, собравшихся посмотреть, как архиепископ Бастиан захватывает ядро. И видит, как очаровательный архиепископ лечит девушку ядро с помощью Зефана, не причиняя ей боли. Вскоре он видит 3 епископов и спрашивает Кастора, как Бастиану это удалось, и тот отвечает, что архиепископ Бастиан – эксперт по исцелению с помощью Зефана. Этот Зефан не предназначен для нападения, а для того, чтобы
связать и извлечь ядро, не причиняя боли жертве. С талантом и упорным трудом Тига тоже сможет этому научиться. Поэтому с сегодняшнего дня ему будут давать специальные уроки, чтобы он как можно быстрее освоил это. Вскоре Тата находит блондина и спрашивает, не хочет ли тот с ним подружиться, но блондин кричит, что у него и в мыслях такого не было. Монахини дают Тата комнату, и, к его удивлению, его соседом оказывается тот самый блондин. Монахини представляют его как Хакера и Оука, которые приехали из первого округа. Они оба сразу же просят поменять им комнату, но монахини отказывают, говоря, что им нужно подружиться. Хакуран занимается, а Тата все еще ворчит из-за того, что они соседи по комнате. Вскоре Хакуран предлагает Тата присоединиться к нему, но тот чувствует себя неуверенно, потому что не умеет пользоваться Бакулусом. Чем больше он направляет в него энергию, тем сильнее Бакулус ее отталкивает. Внезапно он замечает, что на Бакулусе кровь, и понимает, что это кровь предыдущих кандидатов, которые усердно работали, чтобы стать епископами. Они оба идут на арену, и охранник просит их расписаться в журнале регистрации перед тренировкой. Вскоре они заходят внутрь, но охранник внезапно падает в обморок, и Хакерин с Тата несут его в лазарет. Вскоре все узнают, что охранник Альдо заболел, и лабрадор говорит Кастору, что такое случилось впервые, а цветы тоже выглядят испуганными. Тем временем Хакуин и Тата спешат на урок, потому что опоздали, оставив охранника Альдо в лазарете. По дороге Хакуин говорит Тата, что он хороший мальчик, потому что помог охраннику, а Тата смущенно просит его перестать относиться к нему как к ребенку. Вскоре они присоединяются к другим кандидатам, которые хвастаются своими бакулусами, и Тата понимает, что только его бакулус выглядит иначе, чем у остальных. Монахиня ведет их к водному барьеру, где над ними летают ядра, и просит быть осторожными, потому что ядро не может покинуть воду. Но оно все равно очень реальное и может воздействовать на разум. Внезапно хакер просит Тейта отойти и начинает атаковать ядра, и все с восхищением смотрят на его силу и меткость. Он говорит Тейта, что он не такой, как он, и у них совершенно разные эмоции, и вскоре Тейта понимает, что Зенон принимает форму слов и олицетворяет эмоции. Но его Бакулус не реагирует на его слова, потому что это не оружие для убийства. Вскоре Тейта высвобождает энергию, которая никогда не позволит ему потерять кого-то близкого. Но это все равно не работает, и он слышит, как остальные смеются над ним, но хакер просит его не сдаваться. Вскоре к нему подходит архиепископ Бастион и просит сосредоточиться на своем желании служить Богу и попробовать еще раз. Тейта не знает, что такое Бог, но если это тот, кто может дать ему силу, то он представит Микаге. И как только он это сделает, из Бакулуса вырывается мощная энергия, и все замирают на месте. Вскоре Бастиан замечает, что ТК держит Бакулус Фрау, и Корин начинает спрашивать, какое он имеет отношение к Фрау. Но Тейта спрашивает, почему он спрашивает об этом извращенце-епископе. Хакуин бьет его по лицу и говорит, что Фрау был лучшим на втором этапе экзамена. А тупой Тейта использует свой посох, даже не подозревая об этом. Из-за ссоры Тейта и хакера выгоняют с тренировочной арены, и вскоре они слышат крики нескольких монахинь. Когда они бегут в ту сторону, они видят, как хладнокровно убивают охранника Альдо. В толпе шепчутся, что Альдо должно быть убили 7 богов, потому что он был убийцей, и вскоре Тита оглядывается и видит темную тень. Он узнает в ней Фрау, но она выглядит такой бессердечной, когда смотрит на все вокруг. Ночью Тита крадется и смотрит на стеклянную картину с изображением Девы Марии с младенцем. И вдруг у него в голове всплывают воспоминания о том времени, когда отец взял его с собой в какое-то неизвестное место и сказал, что он должен позаботиться о важных людях. И вскоре воспоминания исчезают. Он возвращается в свою комнату, и Хакаран спрашивает его, не пробирался ли он тайком в комнату одной из монахинь. И Тева в панике отрицает обвинение и просит его замолчать. Тогда Хакарон шутит, не хочет ли он научиться у него, как знакомиться с девушками, но Тата говорит ему, что его беспокоит кое-что другое. Услышав это, Хакарон говорит, что они недостаточно хорошо знают друг друга, чтобы делиться своими самыми сокровенными тайнами. На следующее утро, когда он идет на занятия, монахини снова окружают его и восхищаются им. Он говорит им, что идет в библиотеку, чтобы что-то найти, и они ценят его за то, что он так стремится учиться, и говорят ему, что болеют за него. Тата заходит в библиотеку, чтобы узнать больше о своем прошлом и глазе Михаила. Его отец рисковал жизнью, чтобы передать ему глаз Михаила. Но ни в одной из книг нет никакой информации. Но вдруг книга сама собой переворачивается и открывается на странице, где написано о Верлорине, легендарном боге смерти, который сбежал на поверхность, убив дочь небесного правителя. Вскоре слова начинают кружиться вокруг него как зафон, и Тита падает со стула, а все смотрят на него так, будто он не в себе. Внезапно к нему подходят Фрау и Хакер и спрашивают, все ли с ним в порядке, а он спрашивает Фрау, что случилось с Альдо прошлой ночью. Поняв, что он стоит рядом с епископом, Фрау и Хакер протягивают ему журнал с обнаженными девушками, Фрау в восторге. Но Бастиан бьет его по голове и говорит, что избавится от этих пошлых журналов, и добавляет, что Кастор его ищет. Когда Тата снова спрашивает его об Альдо, он отвечает, что не знает, что произошло, и что сейчас имперская гвардия расследует это дело. Бастиан говорит, что по результатам биопсии Альдо умер от шока, вызванного ударом в спину. А кровавые следы говорят о том, что убийца, должно быть, убедил Альдо открыть ворота главного входа. Но возможно, что это сделал кто-то из своих,
но в ту ночь никто не покидал церковь. Он уверяет Тита, что тот, кто убил Альдо, будет наказан, даже если Альдо сам убийца, но все в руках 7 призраков, посланных небесами, которые никогда не прощают зло. Он уверяет его, что они удвоили охрану в церкви, и никто не сможет войти, и Бог обязательно защитит тех, кто творит добро. Позже Кастор говорит Фрау, что Папу Римского вызвали на встречу с ним, и если Тита не сможет контролировать свой зифон и пользоваться Бакусом, то ему не разрешат покинуть церковь. Вдруг Фрау открывает дверь, и они видят, что перед ней стоит Тата. Он сразу же извиняется перед Фрау за то, что сломал свой посох, и убегает, оставив Фрау в недоумении, слышал ли он их разговор или нет. Тем временем Тита приходит в ярость, узнав, что 3 епископа уже знали об око Михаила и поэтому не позволили ему уйти. Он вспоминает, что был сиротой и его воспитывал отец-настоятель, который учил его быть добрым, помогать другим и не оставлять нуждающихся в беде. Но вскоре началась война, и король нищих был убит, а отец, который его вырастил, велел ему выжить и не попасть в руки имперской армии. Когда Тата умоляет его не уходить, он уверяет его, что когда придет время, он все вспомнит. Он говорит Тата, что любит его, и благословляет его своей силой, но вскоре его убивают. Вскоре все становится ясно Тата, и он беспомощно плачет, узнав, что Микаге и отец погибли из-за него. Когда хакер видит, что он плачет, он рассказывает об этом епископу Фрау. Когда Фрау приходит к Тата, он спрашивает епископа, знал ли тот уже об око, потому что епископ Лабрадор не удивился, когда впервые увидел око. Тата говорит ему, что он очень благодарен за помощь, но чувствует, что епископ пытается использовать его так же, как имперская армия. И вскоре он кричит на него, спрашивая, не хочет ли он и его тоже убить, и в ярости набрасывается на него. Форма. Спрашивает, есть ли у него время судить других, когда он даже себя защитить не может, и вскоре прижимает его к полу. Тата умоляет Форму убить его, но тот отказывается, говоря, что его работа защищать его, но он не всегда может быть на его стороне. Поэтому он хочет сделать его достаточно сильным, чтобы он мог постоять за себя. Тата понимает, что Фрау говорит в точности, как его покойный отец, и Фрау говорит ему, что это глаз надежды, который отец доверил ему, и он должен его защищать. Внезапно Тата понимает, что Фрау упомянула его отца, и заставляет ее рассказать, откуда она знает о его отце, и Фрау говорит, что скоро он все узнает. Епископ Кастор говорит Фрау и Лабрадору, что почувствовал присутствие зла среди кандидатов этого года и боится, что в церкви скрывается что-то опасное. Лабрадор отвечает, что не может отличить уродливое от красивого, пока они оба не расцветут, поэтому есть шанс, что кто-то из кандидатов в епископы окажется злым. Лягушка небрежно говорит им, чтобы они не волновались, потому что он разберется со злом, когда придет время, а пока пусть кандидаты готовятся к экзамену. Ночью Тита ждет особого обучения у Кастора, и вскоре тот приходит. Он говорит, что сегодня они будут работать над силой духа, потому что Тита продолжает ломать Баку, а это значит, что его зифон обладает взрывным характером. Он говорит ему, что для эффективного использования Бакулюма нужно поддерживать уровень энергии. Тита спрашивает, не потому ли это, что он учился убивать как можно больше врагов за короткое время, пока был в академии. Кастор просит его побегать вокруг церкви, а его куклы-помощники будут следовать за ним, чтобы он не расслаблялся. Более того, ему не придется бегать по трассе, которую он создал, но ему не придется создавать щит из своего собственного зафона. Так что он не будет летать по небу. Вскоре Таита начинает бегать, а куклы-помощники преследуют его как цыплята, и теперь они нападают на него со всех сторон. Но ни Кастор, ни Таита не знают, что кто-то из банды Аонами наблюдает за ними. После тренировки почти бездыханный Тита падает на кровать и начинает переодеваться в пижаму. Тогда Хакан видит на его спине боевой знак и спрашивает, не поэтому ли его зафон такой сильный. Хакуран говорит ему, что ему было трудно заботиться о его розовом друге, пока его не было, и Тита отвечает, что он реинкарнация его друга Микаге. И именно из-за него он сдает экзамен. Когда Тао спрашивает Хакуина, зачем он сдает экзамен, тот отвечает, что однажды его мать была одержима духом, но его отец отказался обращаться за помощью к епископу, боясь, что семья Аук будет опозорена. Он запер свою мать в комнате, и однажды перед ними появился Фрамаджи и исцелил его мать. Но прежде чем он успел поблагодарить его, епископ Ф исчез, и теперь он хочет сдать экзамен, несмотря на то, что он из семьи военных, потому что не хочет идти по стопам отца. Он также хочет поблагодарить епископа Ф за то, что тот спас его. Услышав это, Тайта говорит ему, что он смелый человек, раз выбрал свой собственный путь, и они оба желают друг другу спокойной ночи и расходятся по своим комнатам. На следующую ночь Тита наконец-то удается победить кукол-стражей, и Кастор дает ему профессиональный посох и просит испытать его на куклах. Тита высвобождает свою силу, направляет ее в посох и атакует куклу, убивая многих, и понимает, что впервые в жизни он смог сделать что-то подобное. Кастор знает, что Тате будет трудновато пользоваться новым посохом, но это поможет ему контролировать свою силу. Вскоре Кастор замечает, что хакер наблюдает за ними из-за стены и предлагает ему присоединиться, если он хочет. После тренировки, когда они идут в свою комнату, позади них открывается портал, и из него появляется темная энергия. Тайта чувствует эту энергию, но прежде чем он успевает что-то сделать, Хакуин принимает удар на свой посох,
и сила отбрасывает его в окно. Тита быстро протягивает ему руку, удерживая равновесие с помощью своего посоха, но темная энергия все равно ломает его. К счастью, вовремя появляется Фрог и спасает их от падения с башни церкви. Он достает свою косу и атакует тень, разбивая ее на несколько частей, которые окружают его со всех сторон. С другой стороны, двое приспешников Аянами узнают, что Фрау — это настоящий серб. Когда Тайта спрашивает, что черт возьми происходит, Фрау отвечает, что это тень войны, человека, которому корпус исполнил 3 желания, и вскоре тень исчезает. А на ее месте они видят безжизненного Альдо. Вскоре Фрау замечает одного из приспешников Аянами. Тот пытается напасть на него, но убегает. На встрече с архиепископом по поводу войны начинается хаос, потому что все задаются вопросом, каково это быть на войне. Злая темная тень может проникнуть в церковь, если там нет черной магии. Тем временем Кастор думает, что возможно это из-за ока Михаила, за которым все охотятся, и об этом знают только 3 епископа и архиепископ. На следующее утро Тева и Хакон просыпаются вместе, потому что их лечили после вчерашнего инцидента. Тева в защитном жесте просит Хакона держаться от него подальше, потому что за ним охотится тень, и он чуть не погиб прошлой ночью, защищая его. И если бы Фрау не спасла их, он бы сейчас лежал в гробу. Хакуран говорит ему, что это он рисковал своей жизнью, чтобы спасти его, и как епископ он никогда не убежит, спасая кого-то от тьмы. Вскоре Фрау выходит из гроба, и Тита спрашивает, не кажется ли ему, что вчерашняя война была знакомой. И Фрау отвечает, что прошлой ночью ядро должно быть забрало душу и тело человека. И все это происходит потому, что темные силы пытаются заложить основу для возрождения Валоранта, наполняя мир тьмой. Позже Тата понимает, что раньше был беспомощным слабаком, но постепенно становится сильнее. Он говорит Хаку, что когда тот станет достаточно сильным, чтобы защитить его, они станут друзьями. Вскоре они встречают монахинь, которые хвалят Тата за усердную работу, и он говорит им, что пока многого не понимает, но не будет подозревать других, а будет усердно трудиться. Когда они приходят в библиотеку, Тата и Хакер ищут книги, и тут к нему подходит подозрительный епископ, один из приспешников Аянами. Но Кастор останавливает его, спрашивая, что ему нужно. Епископ бросает Тата металлический значок и говорит, что его владелица, Феокрус, просила передать ему сообщение. Он начинает угрожающе приближаться к Тата. Кастор тут же связывает его серебряными нитями и отбрасывает в другой конец библиотеки, но одержимый епископ продолжает говорить, что церковь не на стороне Тата. Кастор быстро расправляется с ним. Когда все успокаивается, Хакер спрашивает, кто такая Феокрус, и Тата отвечает, что это имя кажется ему знакомым, но он не может вспомнить, кто это. К нему подбегает Фрау и обеспокоенно спрашивает, все ли в порядке с Кастором. Тата смотрит на Фрау обвиняющим взглядом и говорит, что тот человек сказал ему, что церковь не на его стороне. Фрау разочарованно спрашивает, не начал ли он снова всех подозревать. Затем он говорит Тата, что только он может решить, друзья ему епископа или нет, и уходит. Вскоре к нему присоединяются еще 2 епископа, говоря, что он прав, потому что только Тата может принять решение. Лабрадор добавляет, что сейчас Тата дрожит от боли. Позже Хакаран просит Тита не волноваться, на чьей стороне церковь, потому что, что бы ни случилось, она всегда будет на его стороне. Затем епископы идут на встречу с архиепископом и рассказывают ему обо всем, что произошло в библиотеке. Кастор говорит, что у епископа, который подошел к Тита, была только половина души. И архиепископ отвечает, что они хорошо справились, защищая печать Верлорина каждый раз, когда слуги тьмы пытались освободить его. В этом мире только 7 богов могут управлять душами, но Лабрадор отвечает, что колесо судьбы вышло из-под контроля. Спустя 1000 лет тело Валоранта продолжает спать под печатью Михаила, но даже если слуги тьмы нацелились на Тао и печать Михаила, печать на его теле остается. А это значит, что небеса направили свою последнюю надежду изменить судьбу Тита. Кастор добавляет, что Тита боится кому-либо доверять, потому что он потерял все, но у него есть ключ к изменению своей судьбы. С другой стороны, Фрау играет с детьми, когда чувствует странное ощущение, исходящее из церкви. Он бежит в ту сторону и видит повсюду следы тьмы. Он в гневе несется туда, потому что странное жуткое ощущение не покидает его, и он не может найти источник тьмы. Внезапно он открывает дверь в темную комнату и видит там приспешника Аянами. Он бежит к розоволосому приспешнику, но тот бросает в Фрау тело, наполненное энергией. Приспешник бросает в Фрау темный зафон, и вскоре безжизненные тела на стене оживают и готовы напасть на Фрау. Вскоре Фрау достает серп и нападает на зомби, жестоко разрубая их пополам. Затем он спрашивает розоволосого, не он ли тот воин, который охотится за Таита, и бросается на него, но тот снова исчезает в темноте.
Фрау бежит на помощь раненому и вытаскивает клинок, но тут в комнату врываются стражники и обвиняют его в нападении на человека, потому что у него оружие воина. Они оскорбляют его, приказывают поднять руки за голову и вскоре его арестовывают. Архиепископ Бастион просит стражников отпустить фрау, потому что он никогда бы не причинил вреда человеку, но они не слушают его и уводят фрау. Лабрадор узнает от цветов, что фрау арестовали по подозрению в убийстве преступников и рассказывает об этом Кастору. Он объясняет, что фрау сражался с приспешником тьмы, чтобы защитить Таита, но это оказалось ловушкой для фрау. Вскоре к ним подбегает Таита и говорит, что хочет им доверять, но ему трудно это сделать. Кастор просит его следовать за ними и ведет в комнату, где можно встретиться со своей душой. Лабрадор просит его заглянуть в свою душу, как только рассеется туман, и они уходят. Тита спрашивает у тумана, стоит ли ему доверять церкви в отношении фрау, и вдруг раздается голос, говорящий, что ему стоит доверять им и тому, что он здесь найдет. Как только Таита внимательно смотрит, он видит перед собой образ отца. Он говорит, что снимет еще одну печать с памяти Таита, чтобы он смог вспомнить больше, и вскоре Таита вспоминает, что отца зовут Фрея Круз. Таита понимает, что отец, который вырастил его в этой церкви, это Фри Круз, и выходит из комнаты, чтобы рассказать епископу, что он все узнал и что он принадлежит этой церкви. Епископ сообщает ему, что Фри Круз был епископом, которого давно отлучили от церкви. Когда Таита спрашивает, зачем они так поступили с отцом, Кастор отвечает, что его отец украл из церкви ящик Пандоры, чтобы сбежать в королевство Рек. В этом ящике хранилось тело злого бога смерти и доблести, и в результате началась война Рега. Когда ящик Пандоры был открыт, имперская армия вторглась в королевство его отца и разрушила его, но до сих пор неизвестно, как началась война. В Барсбургской империи считали, что королевство Рек использовало епископа Круза, чтобы украсть ящик Пандоры, потому что без обоих глаз они не смогли бы воскресить бога доблести и завоевать мир. Таким образом, во имя справедливости Рек был уничтожен. Однако некоторые говорят, что Барсбургская империя выдумала эту историю и использовала ее, чтобы обвинить королевство Рек в заговоре с целью завоевания. Так что правда скрыта во тьме. Когда Таита спрашивает, зачем отец это сделал, Кастор отвечает, что только епископ Круз знает правду, поэтому он должен сам найти ее, не веря в другие версии истории. Кастор говорит Таита, что он последняя надежда королевства, поэтому он не должен попасть в руки империи. Таита заявляет, что отец спас его, и у него тоже была причина украсть ящик Пандоры. Более того, он считает, что у его отца была причина защищать глаз Майка. Так что он станет епископом и найдет правду. Вскоре Лабрадор узнает, что Эф приговорен к смертной казни, и Тика будет потрясен, услышав это. Кастор скажет ему, что фрау был заключен в темницу света за использование Варсфилда. С другой стороны, Бестинг скажет архиепископу, что преступник, который выжил после нападения, слишком слаб для допроса, но фрау был замечен с оружием Варсфилда. Но когда епископы вступают в прямой контакт с Варсфилдом, тьма поглощает их тела, и только те, кто продал свои души тьме, и их потомки могут прикасаться к таким предметам без защиты. Тогда он спрашивает архиепископа, когда фрау был осквернен. Он просит его рассказать, как спасти его. Но архиепископ говорит ему, что фрау не хочет, чтобы его спасали. Он больше не может использовать Варсфилд, и он отказался от жизни обычного епископа. Папа запретил ему раскрывать точную причину, но он сказал Бастиану, что церковь защищена барьером, перед которым бессильны самые могущественные Варсфилды. Значит, барьер, скорее всего, разрушили те, кто может использовать Варсфилд. И чтобы все выглядело так, будто фрау использовал Варсфилд, кто-то из церкви должен был разрушить барьер. Это значит, что в церкви есть предатель. Тита поспешил по каналам, отчаянно пытаясь спасти фрау, который всегда был рядом с ним. Он не мог понять, почему фрау приговорили к смерти, и чувствовал, что не заслужил такой участи. Решив помочь, Тата обратился за помощью к Рецот, и она провела его по заполненным водой проходам, ведущим в темницу света, где был заключен фрау. Пока они плыли, Тата задавался вопросами о том, что происходит с фрау. Давление воды и его собственные мысли начали его угнетать, и ему стало трудно дышать. Роза, почувствовав его состояние, помогла ему собраться с силами и продолжила плыть. Они продвигались вперед, углубляясь в лабиринт каналов, пока Роза не указала на место, где держали фрау. Добравшись до темницы, Тита сразу же попытался пробить стену своим зафаном. Но несмотря на все его попытки, он не мог пробиться сквозь барьер. Он был в отчаянии и не знал, что делать. Вдруг он почувствовал, что фрау тоже пытается связаться с ним. Фрау передала ему сообщение, в котором просила Тита уйти. Она сказала, что это ее битва, и что Тита должен сосредоточиться на своих проблемах. Тита был ошеломлен. Он не мог понять, как фрау могла просить его уйти, особенно сейчас, когда его жизнь
была в опасности. Слова фрау эхом отдавались у него в голове, но Тита не собирался бросать его. Он старался изо всех сил, его решимость не ослабевала, несмотря на препятствия. Он продолжал бить по стене за фаном, пытаясь найти выход. Он чувствовал смесь гнева и грусти из-за того, что фрау настаивала на том, чтобы справиться с этим в одиночку, но его решимость помочь не ослабевала. В конце концов, фрау поблагодарила Тита за его усилия, но объяснила, что побег только подтвердит подозрения против него. Если он сбежит, то будет выглядеть как предатель, а он не мог этого допустить. Он попросил Тео уйти без него и пообещал, что найдет выход сам. Неохотно Тита понял, что просьба фрау была продиктована заботой и самоотверженностью, хотя и расстроила его. Прежде чем Таита успел возразить, Фра предложил ему 3 главу 17 части Библии. Этот жест на мгновение смутил Таита. Подарок был знаком веры и поддержки. Фра пожелал Таита удачи в будущих испытаниях, убеждая его не сдаваться. Его обаяние и уверенность в себе проявились даже в таких тяжелых обстоятельствах. Тита почувствовал прилив эмоций, но не сдался. Он пообещал себе, что это не последний раз, когда он видит Фра. Хотя у него не было выбора, кроме как уйти, он мысленно поклялся вернуться и спасти его, чего бы это ни стоило. Бросив последний взгляд, Тита ушел, унося с собой надежду и решимость. На обратном пути Тита вспоминает, как Микаге говорил ему, что он никогда не улыбается. Когда Тита спросил, как это сделать, Микаге ответил, что нужно расслабить мышцы лица, и тогда он станет выше ростом, если будет чаще улыбаться. Тита тут же повернулся к Фра и выдавил из себя улыбку, а тот улыбнулся в ответ. Тита вышел из канала, пообещав себе, что больше никогда не позволит никому из близких ему людей умереть. Вскоре хакер дал ему полотенце и напомнил, что они обещали все делать вместе, но Таита убежал один. Он посмотрел Таита в глаза и сказал, что они изменились, а значит, он снова начал доверять церкви.